Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим с вами различные дела, которые можно организовать, спланировать, запланировать заранее и выполнить качественно в период с 16 по 20 сентября 2022 года. Начинаем, как всегда, с агрогороскопа. 16 и 17 сентября в пятницу и в субботу. Это время убывающей Луны в знаке Близнецы, и это завершение третьей фазы. Для посевов можно использовать только посев семян листовых салатов. Как раз Близнецы покровительствуют этой культуре. С рассадой не работаем в это время. Для цветов, что можно сделать, можно высаживать луковичные цветочки весенние, а также очень хорошее время для деления корневищ различных цветочных растений. Делите и сразу же высаживайте. Если у вас есть возможность заранее увлажнить землю, в заранее увлажненную землю, эти разделенные корневища 16 и 17 можете высаживать. Кстати, можете высаживать и другие корневищные цветочные растения, которые сейчас многие покупают. Пожалуйста, это хорошее время. Для комнатных растений, комнатных цветов очень актуальна в Близнецах защита от вредителей и болезней. Уже сейчас я получаю некоторые сообщения о том, что караул, что делать, уже пошла тля и летает белокрылка. Делайте профилактические обработки биопрепаратами, и у вас всю зиму будет порядок с вашими растениями. Весной, период всего проживания в вашем доме, комнате или на балконе, лоджии, растения будут чувствовать себя нормально. Вредители очень коварные. В это время 16-17 поливы не проводим. Это время стихии воздуха. Естественно, и подкормки не проводим. Но для сада самое горячее время зеленых операций. Самое горячее время для обрезки и для сбора урожая, который можно сразу же закладывать на хранение. Зеленые операции для всех растений, кроме садовых, подходят. Это и тепличные, и цветочные растения на улице. Все, везде, что нужно. Обрезать какие-то части, которые уже высохли, или цветоносы, обрезайте. Очень хорошо в эти дни 16-17. Далее у нас будет перерыв. Так что планируйте на эти дни. Собирайте урожай любых садовых, огородных растений и корнеплодные. Все, что вам нужно собирать, собирайте и заготовки делайте или же закладывайте на хранение. Квашение капусты в это время не проводим. Зато настойки прекрасно получаются. Сбор лекарственных трав в это время как раз хорошо еще собирать, если что-то есть собирать. Обычно уже в это время, шиповник можно собирать в это время, если уже созревший есть. И есть и другие какие-то ягоды. Собираем 16-17, потому что нельзя будет уже позже это делать. 3 дня будет перерыв. Рыбалка в это время тоже неэффективна. Наш знакомый, наш друг, он никогда в это время, так чтобы видно было, он никогда в это время не ходит на рыбалку, потому что, говорит, это время впустую. И для комнатных овощей, комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Сейчас немножечко так мы сделаем, чтобы видно было. Итак, 18-го у нас переходный день такой и очень сложный день, потому что 18 сентября будет Луна переходить из 3 в 4 фазу. Плюс Луна без курса с утра, потому что с 0 часов 54 минут до 10:59, до момента перехода в знак Рак, будет Луна спящая. Никаких практически посевов и посадок в это время не проводим. Казалось бы, да, хороший знак Рак, но у нас переход Луны из 3 в 4 фазу. Лучше в это время остановить эти работы. У нас будет сейчас 2 хороших дня, когда можно будет этими работами заняться. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней.
Поливы можно после 11 часов. Видите, когда перейдет Луна из знака Близнецы в знак Рак, после 11 часов, пожалуйста, поливайте. Ну и после полива вечером хорошо провести подкормочки. В саду проводим поливы после 11 часов. Даже там, где прошли дожди, если дожди проходят в дни стихии воздуха или огня, эти осадки уходят. И посмотрите, прокопайте просто несколько штыков вниз земли и увидите, если сухо, пожалуйста, садовые растения нужно в зиму очень хорошо полить. Влагозарядка почвы дает возможность хорошо перезимовать нашим растениям садовым. Вот зеленые операции уже не проводим, даже утром. Очень опасное время. Урожай собирать нельзя в это время. Ну, можно собрать для того, чтобы сразу съесть, а так вот на долгий период нельзя. Мы вот попробовали сейчас собрать в знак стихии воды и в знак Девы тоже. Очень быстро портится продукция, поэтому лучше она пусть на дереве повисит, вот эта продукция, все ваши плоды, ягоды, а уже или раньше, или буквально через несколько дней можно снова будет собирать урожай. Ну и заготовки, если не собираем урожай, не проводим заготовки. Квашение капусты в знаке Рак очень быстро скисает, и мягкая такая, запах неприятный у капусты получается. Настойки тоже не делаем, лекарственные травы вот здесь мы не собираем. Но вот, наконец-то, для рыбаков хорошее время. Собирается наш знакомый рыбак. Он идет именно в эти дни, когда в период убывающей луны в знаке Рак прекрасно ловится рыба. Так что планируйте себе заранее, но не утром, а уже к вечеру или же вот в ближайшие 2 дня. Для комнатных овощей очень актуальны поливы, вечером подкормки. После 11 часов дня уже можно пересаживать рассаду, но здесь, видите, у нас Луна без курса, поэтому лучше это перенесем на этот день. Вот после 11 часов поливы и подкормки. А посадка рассады отменяется. Видите, написала, закрываю, чтобы вы видели мою вот эту ошибочку. Итак, вот когда можно все сеять, высаживать, пересаживать, кроме, естественно, цветочных растений, которые нельзя будет делить корневища. И, кстати, луковичные цветочные растения нельзя высаживать. Итак, 19 и 20 это 4-я фаза. 4-я фаза, понедельник, вторник, и практически все дни у нас это энергия стихии воды. В знаке Рак будет убывающая луна, и это 4-я фаза. Что можно сеять? Вот прекрасно получается, мы столько раз проверяли, редис в теплице или редис, если это теплая страна, в открытом грунте. Хорошо высаживать в это время и лук-чеснок на зелень. Он не будет храниться, поэтому не высаживайте лук-чеснок на зиму, чтобы получить в следующем году урожай. Вот это только для того, чтобы небольшое количество мы высаживаем. Вот в Раке получается сочная такая зелень. Для рассады прекрасное время эти 2 дня. Высаживайте, пересаживайте, перевалка, что угодно. С рассадой все виды работ подходят и очень будут успешными. Для цветов, поливы, подкормки, пересадка, перевалка. Вот это все будет актуально для цветочных растений. У многих есть в теплицах, на окошках есть. Сейчас вот готовятся к цветению хризантемы. Вот, пожалуйста, тоже здесь и поливы, и подкормки очень хороши для того, чтобы поддержать наши растения и помочь им красиво цвести. Итак, поливы, подкормки у нас очень эффективны в это время. Здесь у нас очень хороши будут подкормки под корень, потому что это время как раз убывающей луны. Далее, в саду только поливы. Напоминаю, никакого сбора урожая нет. Зеленые операции в дни стихии воды не проводим. Можем занести инфекцию или какие-то другие, или вирусы, бактерии, все что угодно. И растение может постепенно погибать. Не собираем урожай для длительного хранения, для переработки. Естественно, не делаем заготовки.
Ну, а для того, чтобы, допустим, съесть что-то там вкусненькое, что созрело, то или яблочко, грушу, это можно собрать небольшое количество и занести в дом на стол. Квашение капусты в знаке рак отвратительное. Настойки тоже получаются некачественные. Сбор лекарственных трав отменяется. Рыбалка, напоминаю, планируйте понедельник, вторник. Очень хорошие дни для рыбалки. Для комнатных овощей отлично. Вот здесь посадка, пересадка, перевалка, поливы, подкормки. Единственное, что 20 до 20 часов вечера нужно вот завершить с поливами дело и подкормками, потому что далее у нас будет другой знак, который нам не подходит для эффективного полива. И еще одна постоянная наша рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 16 по 20 сентября 2022 года, время киевское, напоминаю. Итак, у нас получается очень интересные энергии в этот период с 16 по 20. Здесь, напоминаю, это период идет Меркурия ретроградного, а значит, если ретроградный Меркурий, естественно, никаких покупок не делаем и новых дел не начинаем. Но кроме этого, в это время очень интересно работают энергии. Оппозиция Солнце-Нептун и эпицентр вот 16 идет, продолжается. Эпицентр вот этой оппозиции Солнце-Нептун 17 и формируется 18-го Тау квадрат Солнце-Нептун и Луна. Вот к ним присоединится Луна, и интересная погода снова будет. Кстати, по погоде в этот период очень интересное явление. То немного тепло, как будто бы очень летний период даже наступает, а потом Нептун приносит осадки и прохлада, и даже холодно уже ночью. Даже у нас на юге плюс 12 в 6 утра тоже. Вот это все работают вот эти наши важные помощники космические. Но здесь вот 18 Луна сюда присоединяется. И 19 у нас будет точная оппозиция Меркурий-Юпитер, тригон Солнца-Плутона. Тоже очень интересная будет погода. Борьба будет такая интересная, Солнце-Плутон. Снова же, когда с Солнцем в оппозиции находится какая-то планета, всегда вот этот антагонизм кто кого. Ну и 20-го Венера будет уже в оппозиции к Нептуну. Видите, сколько у нас Нептун, как он активно начал участвовать в событиях, наконец-то, которые связаны с осадками, с прохладой, чего не было в летний период, особенно не было в августе месяце. Ну что ж, по энергиям мы с вами все разобрали и поняли, что начинать дела в таком положении, в таких энергиях нельзя, а покупки, крупные покупки тоже нельзя делать. Текущие покупки, конечно, да, но впрок не закупайте много, потому что не очень хорошее как раз время для этого. А теперь будем рассматривать обычные наши рубрики. Вот 2 дня энергии близнецов 16 и 17. Для печки, если вы еще не растапливали, не протапливали первый раз, то лучше подождать. Конечно, у нас есть агрогороскоп протапливания, первого протапливания печки или камина. Посмотрите его. Если уже есть такая работа проведена с печкой, и вы уже протопили, вот эта пробка уже пробита, то в близнецах неплохо горит, но снова же с маленького количества начинайте. Или сухой спирт тоже зажигайте, он прогорает, и даже если пробка есть, то потихонечку можно будет увеличивать количество огня, чтобы не было дыма. Вот очень важные моменты, что можно с волосами, потому что у нас там перерыв был, такой то сожженный путь полнолуния, то знак не подходил Овен нам. Вот смотрите, сейчас 16-17 очень хорошее время для стрижки волос, особенно для тех, кто не хочет, чтобы быстро росли волосы. Можно стричь ногти, можно красить волосы, мыть волосы очень хорошо. Уход за кожей, питательные маски пока пропускаем, кожа не воспринимает, клеточки не воспринимают ни влагу, ни питательные вещества в это время. Очистка кожи у нас уже началась, это мы делаем с вами уже с 11 вечера.
Вот очищение организма просят добавить вот эту рубрику. Прежде всего хочу сказать, что если вы хотите заняться очисткой организма, будьте внимательны, посоветуйтесь с врачом. Если ваше здоровье позволяет, тогда это делайте. Если же здоровье, есть какие-то побочные эффекты, которые могут возникнуть при очищении организма, советуйтесь со своим врачом. Ну вот можно и 16-17 это делать. Очищать, начинать очищать организм или продолжать очищать свой организм. Для рукоделия в это время нет в близнецах усидчивости, идей, просто куда-то бежишь, что-то делаешь, куча информации, и не получается очень хорошо то, что приходит и получается в творческие дни. Это не творческий для вот мастерства, ручной работы, не это время. Для теста нужно добавлять жидкость, потому что быстро сохнет. И далее мы идем по списку. Стирка в это время можно, если она не сильно грязная, генерально впереди. Уборка тоже можно. Ремонт отлично. И проветривание вещей. Кстати, смотрите за синоптическими картами, потому что в дни стихии воздуха могут перемещаться в это время циклоны. Так что, если циклон, естественно, не проветриваем вещи. А теперь возвращаемся вот к этим важным датам, которые ждут нас впереди. Итак, напоминаю, что 18-го будет переход Луны из 3 в 4 фазу. Здесь, пожалуйста, не планируйте каких-либо задач, связанных с здоровьем. И ну вот далее мы рассмотрим с вами все. И это, кстати, касается и 19-го, и 20-го. И начнем давайте у нас с печкой. Да, вот печка в дни знаков стихии воды, в данном случае у нас рак. Дым, дымище, полный дом будет, так что будьте внимательны. Даже если протопили уже первый раз, удерживаете печку теплой, вот тогда по чуть-чуть снова же, для того, чтобы не было дыма в доме. Но в любом случае дым возвращается, и поэтому я в эти дни стараюсь печку пропускать, или же у нас есть еще камин, тоже вот в это время очень внимательно нужно быть. Далее, стрижка волос в эти 3 дня. И 18, 19, 20 не проводим. Стрижку ногтей тоже. Они слоятся очень сильно. Будьте внимательны. Покраска волос без каких-либо комментариев. Нет, нет, нет. Вы же знаете, что в этом знаке не красится, и качество очень отвратительное. Да и волосам не очень хорошо. И мытье волос в это время тоже неуспешное, неэффективное. Так быстро жирнеют волосы, и потом перхоть, это никак ее не выведешь. Так что лучше пропустить, а затем уже заниматься далее по графику этим видом работ. Уход за кожей. Да, вот когда в знаке рак находится Луна, уход за кожей, питательные маски прекрасны. Особенно сейчас, когда убывающая Луна, очень хороши и эффективны эти маски. Очистка кожи. Продолжается период. Очищение организма. То, что я вам говорила. Вот 18-го нельзя это делать. У нас переход Луны из 3 в 4 фазу. Очень серьезное время для тела, для Земли, для тела нашего. Это стрессовое время, поэтому никаких очищений не проводим. Даже стараемся, если уже начинали раньше, пропускать этот день. Потому что очень сложно нашему телу, нашим органам, системам очень сложно в это время вообще пережить вот этот стрессовый период перехода Луны из фазы в фазу, а тем более еще что-то с организмом делать. Потихонечку далее будете продолжать. Вот можно это делать уже 19 и 20. Для рукоделия нет времени. Рак – это такое состояние полусна, поэтому тут ничего такого интересного не получится. Тесто в это время ведет, плывет. Я сразу же уже 2 слова пишу, потому что одни возмущаются, что неправильно плывет, другие возмущаются, что неправильно ведет. Здесь лучше добавить муки, но даже в этом случае оно очень быстро плывет, ведет. Далее очень важные дела – это у нас стирка и уборка.
Генеральная, пишу, 3 дня можно проводить генеральную уборку и генеральную стирку. Очень хорошее качество получается. С ремонтом никаких дел не должно быть, качество плохое. И проветривание вещей в знаке стихии воды не проводим, потому что вся влага, которая есть в воздухе, на вынесенные вещи притягивается, мало того еще притягивает неприятные осенние запахи, если особенно кто-то жжет костры. А теперь посвятим время нашему здоровью. Итак, 16 и 17 сентября 2022 года Луна будет находиться в знаке Близнецы, а в это время уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, а также вегетативная, нервная и дыхательная системы. При Луне в Близнецах, а сейчас убывающая Луна, нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, бронхах, трахее и языке. И также не рекомендуется в это время удалять зубы или же заниматься протезированием зубов. Наблюдается в это время обострение заболеваний ОРВИ, а также астма волнует, ларингиты, пневмонии, плевриты, заболевания щитовидной и вилочковой желез. Будьте внимательны, сейчас уже наступили холода, вот эти резкие перепады, то тепло, то холодно. Не допускайте переохлаждения любой части своего тела и уходите от массовых скоплений людей. Ну и что можно при убывающей Луне? Возможны операции на глазах, а также плановые ортопедические операции. А теперь перейдем к следующим дням, которые нужно обязательно рассмотреть. Это 18, 19 и 20 сентября, когда убывающая Луна будет находиться в знаке Рак. И тем более напоминаю, что 18 сентября переход Луны из 3 в 4 фазу. Это очень сложный стрессовый день. Ну и на что нужно обратить внимание при нахождении Луны в знаке Рак? Это уязвимость грудной клетки, печень может быть уязвима, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. Возможно в это время обострение астмы, простуды, ларингит, пневмония, также заболевания щитовидной и вилочковой желез. И будьте внимательны, ревматизм в это время дает о себе знать, причем очень резко и в том месте, где вы даже не ожидаете. Напоминаю, что при нахождении Луны в знаке Рак, и тем более убывающая Луна, мы уже с вами определили, что можно делать очищение организма. Но в Раке нельзя проводить голодание. Вот это возьмите себе на заметку. Ну и в это время можно заниматься различными лечебными программами для лечения костей, суставов, артритов, артрозов, радикулитов, желчного пузыря и межпозвонковых грыж. Вот такие впереди нас ожидают дни, очень серьезные, ответственные, особенно для нашего здоровья. Убывающая Луна, энергии очень сложные, они будут очень влиять на состояние психическое каждого человека. Старайтесь быть в мире, в гармонии с собой. Пусть в ваших домах торжествует и царит мир, и тепло, и уют. Пусть в каждом доме будет тепло и уют. Ну а мы завершаем этот выпуск, прощаемся с вами. Этот выпуск, как всегда, подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Желаем еще раз вам мира и добра. И прощаемся всего-навсего до следующего выпуска на нашем канале. Пока-пока!